Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по всему миру, чтобы рассмотреть самые большие статуи, которые создал человек. Некоторые из них впечатляют своими размерами, другие — своей красотой и символикой. Мы узнаем историю создания каждой из них, особенности расположения, а также интересные факты и события, связанные с этими монументами. Готовы ли вы отправиться в захватывающее путешествие? Тогда давайте начнем. Статуя Свободы в Нью-Йорке, США, 93 метра. Начнем, пожалуй, с самой знаменитой статуи во всем мире. Статуя Свободы или Леди Свобода – это главный символ США и гордость американского народа. Колоссальный монумент расположен на острове Свободы, ранее остров Бэдлоу, рядом с Манхэттеном. Роскошную скульптуру изготовили французы и подарили ее США к столетней годовщине принятия Декларации независимости. Разработкой монумента занимался скульптор Фредерик Бартольди, а помогал ему инженер Гюстав Эйфель, тот самый создатель Эйфелевой башни. 17 июня 1885 года статуя Свободы, разобранная на 350 фрагментов, прибыла из Франции в Америку. Торжественное открытие состоялось 28 октября 1886 года. Высота статуи Свободы составляет 93 метра, из которых 46 метров сама статуя, а остальное занимает пьедестал. Статуя держит факел в правой руке, в левой табличку с датой подписания Декларации независимости США. 4 июля 1776 римскими цифрами, и одна нога стоит на разбитых оковах. К пьедесталу ведет лестница из 192 ступенями, а до короны необходимо преодолеть 356. 25 окон в короне статуи символизируют драгоценные камни Земли, а лучи — 7 морей и континентов. Из короны статуи открывается вид на гавань Нью-Йорка, а в пьедестале находится музей истории статуи. Статуя богини Канон в Сендае, Япония, 100 метров. Канон – богиня милосердия в японской мифологии, способная перевоплощаться. Самая большая в мире статуя этой богини расположена в японском городе Сендай. Монумент высотой 100 метров был установлен в 1991 году и на тот момент был самым высоким на планете. Буддийская богиня несет жемчужину желаний в правой руке и небольшой сосуд с водой мудрости в левой, что определяет ее как канон, исполняющую желания. Монумент покровительницы и защитницы Сендая как будто застыл в благословенном жесте. Он потрясающе выглядит, словно мираж. Внутри статуи работает лифт, поднимающий посетителей на ее вершину, где расположен храм, из панорамных окон которого открывается великолепный вид на город. Спуск вниз производится по лестнице, где по пути можно рассмотреть различные статуэтки Будд, символизирующие человеческие чувства и страдания. Вход в монумент сделан в виде пасти дракона. В зале на первом этаже установлены 33 скульптуры Канон, по одной на каждое ее воплощение, и 12 статуй, соответствующих знакам китайского календаря. Интересный факт: в честь этой богини была названа японская компания Canon. Родина-мать в Киеве, Украина, 102 метра. Скульптуру открыли 9 мая 1981 года на Печерских холмах на правом берегу Днепра, на территории комплекса, который сейчас называется Музей истории Украины во Второй мировой войне. В создании статуи принимал участие скульптор Василий Бородай, а также коллектив украинских скульпторов и большая группа различных специалистов. Металлический каркас был выполнен из нержавеющей стали производства Запорожстали. Стальную обшивку сварили специалисты Института электросварки имени Паттона. Высота самой скульптуры составляет 62 метра, а вместе с конусным пьедесталом — 102. Родина-мать представляет собой женщину, которая в одной руке держит меч, а во второй — большой щит. Скульптура, по замыслу ее создателей, воплощает несгибаемость духа народа, который смог выстоять и победить в самой страшной войне. Монумент установлен на одной из самых высоких точек Киева и заметен практически из любой части города. В 2023 году Родина-мать лишилась герба СССР, находившегося там с момента ее открытия. По решению украинского правительства вместо него на щит был установлен трезубец – символ независимой Украины. Криш-Турей в Алмаде, Португалия, 103 метра.
Перенесемся в солнечную Португалию. Здесь, в 7 километрах от Лиссабона, расположена статуя Христа Искупителя Кришту Рей. Скульптура отличается довольно своеобразным дизайном. Основную ее часть составляет портик высотой 75 метров. Высота же самого изваяния Христа 28 метров. Таким образом, общая высота скульптуры достигает 103 метров. Статуя расположена на небольшом холме на высоте 113 метров над уровнем моря. У ее подножья оборудована прекрасная смотровая площадка, с которой приятно любоваться панорамой реки Тежу и горными ландшафтами. Фигуру Иисуса Христа с разведенными руками видно из разных уголков столицы в радиусе 20 километров. Монумент был открыт 17 мая 1959 года, а на его строительство понадобилось 10 лет. Статую воздвигли как просьбу Богу, чтобы он не дал вовлечь Португалию во Вторую мировую войну. Война обошла страну стороной, поэтому португальские женщины делали щедрые пожертвования на строительство статуи, благодаря Бога за спасение мужей и сыновей от смерти. Статуя богини Гуань-инь в Саньё, Китай, 108 метров. Величественный монумент находится на небольшом острове Хайнань, который соединен с берегом тонким перешейком на территории крупнейшего в Азии центра буддизма Наньшань. Он был сооружен в 2005 году. Сначала завершилось строительство храма богини милосердия Гуань-инь. Затем над храмом возвели колоссальную бронзовую статую богини высотой 108 метров. Статуя Гуань-инь воплощает образ многоликой богини милосердия, почитаемой представителями многих конфессий Китая, Кореи, Вьетнама и Японии. У статуи есть 3 лика. Один с сутрой, то есть книгой в руке, смотрит на остров. Второй с четками и третий со сложенными в позу лотоса руками обращены к морю, что означает защиту и покровительство. Так величественная богиня охраняет Китай и весь мир. Если у вас будет авиарейс с посадкой в аэропорт в Саньё, то вы сможете увидеть статую богини Гуань-инь с высоты птичьего полета. Поверьте, у вас останется незабываемое впечатление. Дайбуцу Усико, Япония, 120 метров. Статуя установлена в городе Усико, префектура Ибараки, в 50 километров к северо-востоку от Токио. Высота самой статуи составляет 100 метров и плюс 20 метров занимает постамент. По размеру статуя сопоставима с 38-этажным зданием. Усико Дайбуцу был возведен в 1993 году в память о Синране, основателе буддийской школы Дзёда Синцю. Это одно из самых больших изваяний Будды в мире. Оно стоит как отдельное сооружение в небольшом парке Аркадия, который ранее назывался Эдо-Тиен. Место для установки было выбрано не случайно. По преданию, именно здесь, на этом самом месте, после долгих лет медитации и одинокой жизни, получил прозрение Бодхисаттва Дхармакара и стал Буддой Амитабхой. Внутри статуи 4 этажа. Первый — затемненная комната, где звучит религиозная музыка и источают ароматы благовония. Второй посвящен библейским исследованиям. Третий содержит коллекцию из 3000 золотых статуй Будды. И на 4-м этаже расположена смотровая площадка. Посетители могут подняться лифтом на высоту 85 метров и посмотреть окрестности. Рождение Нового Света. Пуэрто-Рико, 126 метров. На Атлантическом побережье Пуэрто-Рико в городе Аресибо возвышается огромный монумент, посвященный 500-летию плавания легендарной флотилии Христофора Колумба. Скульптурная композиция была сделана из нержавеющей стали и бронзы и установлена в 2016 году. Высота статуи составляет 126 метров, что примерно соответствует 40-этажному небоскребу. Памятник в Пуэрто-Рико является продолжением проекта «Как Европа нашла Америку», посвященного плаванию Христофора Колумба. В 1995 году в Севилье был установлен первый монумент рождения нового человека высотой 45 метров. Символически оба места связаны с началом и окончанием плавания. Автором проекта рождения Нового Света является грузинский скульптор и художник Зураб Церетели. В 2017 году статуя пережила мощнейший ураган Мария, прокатившийся по американскому региону. Скульптура устояла, потому что ее установка проходила с учетом сейсмической и других особенностей местности. Лиджун Сасаджа, Мьянма, 129 метров. Тройку лидеров открывает религиозное скульптурное сооружение Лиджун Сасаджа.
Монумент представляет собой 116-метровую статую стоящего Будды, установленную на постамент высотой 13 метров. Таким образом, общая высота сооружения составляет 129 метров. Статуя расположена в сельской местности Кхатакан-Таунг, недалеко от города Моуньюа в Мьянме. Строительство началось в 1996 году. Работы велись на протяжении 12 лет. Статуя строилась исключительно на пожертвования местных жителей, поэтому понадобилось так много времени. Официальная церемония открытия состоялась 21 февраля 2008 года. На тот момент Личжун Сасаджа являлась самой высокой статуей на планете. Любопытно, что монумент отличается довольно сложным устройством. В стоячей статуе Будды оборудовано 27 этажей и специальный лифт для подъема наверх. Для местных жителей статуя Личжун Сасаджа – священный объект и место поклонения. Статуя Будды Вайрачана в Чжаоцуне, Китай, 208 метров. Статуя Будды Вайрачана, также называемая Будда весеннего храма или Будда храма источника, была сооружена в китайском поселке Чжаоцунь в 2008 году. Тогда высота статуи составляла 128 метров, включая 20-метровый пьедестал, сделанный в форме лотоса. Однако эти размеры оказались неудовлетворительными. Так, в 2010 году холм, на котором разместили памятник, был переделан еще в 2 пьедестала, верхний из которых достигает в высоту 15 метров. В результате этих преобразований высота памятника выросла до 208 метров. Джуньюанская статуя Будды сделана из золота, меди и стали. Ее собрали из 1100 отдельных кусочков. Стоимость проекта в целом обошлась властям Китая в $55 миллионов. До 2018 года Будда весеннего храма был самой высокой статуей в мире, пока не появилась скульптура, которая по праву занимает первое место в нашем списке. Статуя Единства, Индия, 240 метров. Если вы смотрели наше видео «Все самое большое в мире», то точно видели ее, самую большую статую в мире. И это поистине величественное сооружение возглавляет наш сегодняшний рейтинг. Статуя Единства – это памятник, созданный в честь Валабхаи Пателя, заместителя премьер-министра Индии и одного из лидеров движения за независимость страны. Монумент находится на западе Индии на острове Садху на реке Нарбада. Высота фигуры достигает 182 метров, а высота статуи вместе с постаментом составляет 240 метров. Просто вдумайтесь в эту цифру. Новейшая статуя была торжественно открыта 31 октября 2018 года на 143-ю годовщину со дня рождения Пателя. Монумент представляет собой мужскую фигуру, одетую в традиционную одежду дхоти и шаль. Статуя была спроектирована инженерной фирмой Larsen & Toubro в Мумбаи и построена в течение 3,5 лет. К созданию постамента привлекли около 250 инженеров и 3400 рабочих. Статуя Единства также известна как Железный человек Индии. Она может выдержать серьезную скорость ветра и сильные землетрясения. Статуя разделена на 5 зон. От основания и до уровня голени статуи разместилась первая, где расположены мемориальный сад и музей. Вторая зона находится до бедер, находящихся на уровне 149 метров, а третья простирается до смотровой галереи. Четвертая зона представляет собой технический этаж, а пятая – голову и плечи статуи. Для посетителей доступны только 3 нижних зоны. Это был топ-10 самых больших статуй в мире. Делитесь с нами в комментариях, какая из них понравилась вам больше всего. И видели ли вы какую-то из них вживую? Нам будет интересно почитать.